В 1908 году итальянский археолог Луиджи Пернье работал в руинах Минойского дворца Фест на острове Крит. 18 июля он достал из земли плоский глиняный диск диаметром около 16 сантиметров, обожженный, целый, покрытый с обеих сторон спиральными рядами знаков. Диск пролежал в земле около 4000 лет. На нем выдавлены 45 различных символов, 241 знак суммарно. За 100 с лишним лет его пытались расшифровать лингвисты, криптографы, специалисты военной разведки и алгоритмы машинного обучения. Ни одна версия не получила научного признания. Фестский диск по-прежнему лежит в музее Ираклиона, самый известный нерасшифрованный текст в мире. В этом выпуске мы разберем 6 физических предметов. Не руины и не затонувшие корабли. Именно переносимые объекты, которые можно взять в руки, поместить под стекло, измерить, взвесить, сфотографировать. Каждый из них либо содержит знания, опережающие эпоху на тысячелетия, либо создан способом, который официальная наука до сих пор не смогла воспроизвести, либо является материальным свидетельством чего-то, что историки считали легендой. Иногда самый весомый аргумент – это физический предмет. Нельзя поспорить с тем, что кубок меняет цвет на просвет. Нельзя поспорить с тем, что диск покрыт знаками, которые никто не может прочитать. Можно только объяснять или признавать, что объяснения нет. Артефакт первый. Фестский диск – первое печатное слово, которое никто не прочитал. Луиджи Пернье обнаружил диск в особой комнате дворцового комплекса, в месте, которое исследователи позднее назвали депозиторием священных предметов. Диск лежал рядом с другим артефактом – табличкой с линейным письмом А, одной из двух нерасшифрованных письменностей минойской цивилизации. Но сам диск не имел ничего общего ни с линейным А, ни с линейным Б, ни с какой-либо другой известной письменностью Эгейского региона или Ближнего Востока. Материал – обожженная глина. Поверхность сохранилась идеально на протяжении 4 тысячелетий. Знаки не процарапаны, каждый символ оттиснут отдельным штампом, что делает фестский диск первым известным применением подвижного шрифта в истории человечества. Это произошло за 3500 лет до Иоганна Гутенберга. Форензическое исследование диска, проведенное в 2005 году итальянским ученым Маурицио Тоскано, показало, все 45 символов выполнены разными штампами с высокой степенью единообразия отпечатков. Это не случайная коллекция знаков. Это система, созданная с намерением тиражировать. Спираль на лицевой стороне содержит 31 группу знаков, на оборотной – 30. Каждая группа отделена вертикальной чертой, разделитель, который у других письменностей соответствует словам или слогам. Среди символов – изображение идущего человека, птицы, рыбы, корабля, пчелиного улья, ветки растения. В 2023 году американский лингвист Гаррет Оуэнс предложил версию: язык диска – раннеминойский, содержание – гимн богини-матери. Эта интерпретация не получила широкого научного признания, однако оказалась единственной с определенным набором воспроизводимых аргументов и методологической базой. Что делает фестский диск поистине необъяснимым, не только его содержание, но и его полное одиночество. За 100 с лишним лет раскопок на Крите и в других центрах минойской цивилизации, в Кноссе, Закроссе, Поликастро, не найдено ни одного похожего объекта, ни одного диска с теми же символами, ни одного другого текста, выполненного теми же штампами. Если это была технология печати, она существовала в единственном дошедшем до нас экземпляре. Если это был уникальный ритуальный предмет, неясно, зачем создавать для него специальную технологию тиражирования. Штампы изготавливаются именно для того, чтобы ими пользовались многократно. Одна плита, один текст. Ни одного контекста, который позволил бы понять, откуда она взялась и куда исчезло все остальное. Официальная наука находится в редкой позиции. Факт существования диска не оспаривается. Метод его создания задокументирован. Физические параметры измерены с современной точностью. Оспаривается только смысл.
Письменность не идентифицирована ни с одним известным языком или языковой семьей. Принципы дешифровки, направление чтения, разделение слов, грамматическая структура остаются неизвестными. Греческий лингвист Иоанн Зифополос сформулировал итог коротко. Фесский диск остается закрытой книгой, потому что у нас нет ключа. А ключа нет, потому что нет ничего похожего. Это означает, кто бы ни создал диск, он создал нечто настолько отличное от всего, что мы знаем, что у нас нет даже отправной точки. У нас нет розетского камня для феста, предмета, который соединил бы неизвестное с известным. Есть особое свойство у предметов, которые существуют в единственном числе. Когда мы находим одну монету, это случайность. Когда монет 1000, это экономика. Фестский диск существует один, и это означает либо то, что все остальное безвозвратно утрачено, либо то, что он изначально был задуман как единственный. 4000 лет назад кто-то вырезал 45 штампов, вдавил их в глину в строгом порядке и передал этот предмет тем, кто знал, что на нем написано. Потом эти люди исчезли, вместе с языком, с традицией, с именами. Штампы утрачены, читатели умерли. Осталась только пластина с текстом, который пока не стал историей, потому что мы до сих пор не знаем, что в нем написано. И тем не менее диск продолжает существовать. Точный, сохранный, терпеливый. Как вопрос, который не теряет силы от того, что ответа нет. Артефакт 2. Маски Сангсингдуй. Лица без народа. В 1986 году в провинции Сычуань, в китайском уезде Гуанхань, рабочие строительной бригады наткнулись на яму. Ниже метра земли начались бронзовые предметы. Сначала несколько фрагментов, потом больше, потом все более крупные и законченные формы. Яма оказалась ритуальным захоронением около 1200 предметов, преднамеренно уложенных туда после того, как часть из них была расплавлена или разбита. Датировка – около 1200 года до нашей эры. Среди предметов – бронзовые маски с вертикально выступающими цилиндрическими глазами диаметром до 16 сантиметров, уходящими вперед, как телескопические трубки. Ничего даже отдаленно похожего ни одна другая культура мира не создавала никогда, ни до, ни после. Бронзовое ритье культуры Сангсингдуй не имеет аналогов в Китае той эпохи ни по технике исполнения, ни по иконографии. Самая крупная маска из ямы номер 2 имеет ширину около 1 метра 30 сантиметров и весит несколько десятков килограммов. Это не ритуальная безделушка, а монументальная работа. Лицо стилизованное с подчеркнутыми горизонтальными бровями, расширенными ушами и прямым сжатым ртом. Глаза – цилиндрические выступы длиной до 16 сантиметров каждый. Ни в ханьских летописях, ни в записях более ранних периодов не упоминается культура, которая могла бы создать эти предметы или хотя бы торговать ими. Китайская письменная история, охватывающая несколько тысячелетий детальных записей, содержит лакуну – целую цивилизацию без единого упоминания. В 2021 году раскопки на площадке Сангсингдуй были возобновлены с применением современных методов – лазерного сканирования, трехмерного картографирования, геохимического анализа грунта. 6 новых ям дали около 13 тысяч артефактов, включая золотую маску весом около 280 граммов, бронзовое дерево высотой около 4 метров и фигуру с птичьим телом и человеческой головой. Радиоуглеродный анализ подтвердил датировку. Промежуток от 1200 до 1100 года до нашей эры. Стилистические параллели с другими культурами региона минимальны. Исследователи Сычуаньского института культурных реликвий описали ситуацию в официальном докладе так. Сангсингдуй демонстрирует принципиально иную визуальную систему, не вписывающуюся в известные региональные традиции. Это официальная формулировка отсутствия объяснения. Культура Сангсингдуй существовала на территории, которая сейчас является одним из самых густо заселенных и хорошо задокументированных регионов Китая.
Она находилась в пределах досягаемости от других развитых культур бронзового века. И тем не менее, ее технология литья, ее иконография и ее ритуальная система оказались настолько отличными от всего вокруг, что ученые до сих пор не могут определить, откуда эта культура пришла, с кем контактировала и куда исчезла. Сычуань была заселена до и после Сангсингдуй. Но сама Сангсингдуй исчезла. Резко, без постепенного угасания, без видимых внешних причин. Ямы с ритуально разрушенными предметами — единственный прощальный жест, который мы нашли. Маски с цилиндрическими глазами смотрят туда, куда мы не можем посмотреть вместе с ними. В китайской ритуальной традиции маска всегда предполагает лицо, которое она скрывает или замещает. Здесь маски есть, но лиц нет. Народ, который их создал, не оставил имен, не оставил языка, не оставил преемника, который мог бы сказать нам, что цилиндрические глаза означали для тех, кто на эти маски смотрел. Осталась бронза, тяжелая, точная, выполненная с мастерством, которое требует поколений накопленного опыта. Кто-то потратил жизнь, чтобы научиться это отливать. Потом это умение исчезло вместе с теми, кто им владел. И все, что нам оставили, это взгляд, направление которого мы не можем понять. Если смотришь этот канал впервые, подпишись, чтобы не пропустить следующий выпуск. Здесь только задокументированные факты, без конспирологии и без теорий о пришельцах. Идем дальше. Артефакт третий. Кубок Ликурга. Стекло, которое знало о нанотехнологиях. Кубок Ликурга хранится в Британском музее и выглядит скромно. Темно-зеленый сосуд высотой около 16 сантиметров с рельефной сценой из греческой мифологии. Царь Ликург, предводитель фракийцев, запутался в виноградных лозах, которые насылает на него бог Дионис. Сосуд датируется 1 веком нашей эры. Когда источник света находится перед кубком, он зеленый. Когда источник помещают позади, кубок становится насыщенно красным. Этот эффект называется дихроизм – способность материала избирательно рассеивать свет разной длины волны в зависимости от его направления. В стекле он достигается единственным способом – равномерным включением в расплав наночастиц металлов строго определенного размера. В 1988 году исследователи Британского музея с помощью электронной микроскопии установили точный состав стекла кубка. В нем обнаружены наночастицы золота и серебра диаметром от 50 до 100 нанометров в пропорции 1 к 4. Именно это соотношение создает оптический эффект, при котором рассеяние Ми и плазмонный резонанс дают разные цветовые результаты при отражении и при пропускании света. Технология производства наноструктурированного стекла была разработана в 20 веке, прежде всего для оптических фильтров и лабораторного оборудования. Как римские стеклодувы I века добились однородного распределения металлических частиц нанометрового размера в расплавленном стекле без электронных микроскопов и без знания о существовании наночастиц, этот вопрос остается без ответа по сей день. В 2013 году группа исследователей из Иллинойского университета воспроизвела оптический принцип кубка в контексте биохимии. Они создали сенсор на основе стекла с аналогичными наночастицами, который менял цвет в зависимости от наличия в жидкости определенных химических веществ. Красный при добавлении соли или нефтепродуктов, зеленый в их отсутствии. Технология оказалась настолько точной, что группа запатентовала ее для применения в химических детекторах. Это открыло новый вопрос. Мог ли кубок Ликурга использоваться как практический инструмент, например, для обнаружения яда в вине? Вопрос остается без ответа, однако он переводит обсуждение предмета из области эстетики в область функциональности. Британский музей классифицирует кубок Ликурга как уникальный и необъясненный. Это редкая формулировка для учреждения, которое, как правило, избегает неопределенности в официальных описаниях. Уникальность в данном случае означает, ни одного другого полностью сохранившегося предмета с аналогичными оптическими свойствами в мировых коллекциях не существует. Это не означает, что похожая технология не применялась,
Просто другие предметы не дошли или не были опознаны как дихроичные, потому что большинство музейных витрин не создают условий для обнаружения цветового эффекта. Сколько подобных артефактов хранится в запасниках музеев по всему миру с неправильными или неполными описаниями, неизвестно. Кубок стоит за стеклом в Лондоне. Каждый год его видят несколько миллионов человек. Большинство проходят мимо. Скромный темно-зеленый сосуд не бросается в глаза среди масштабных экспонатов. Тот, кто остановится и посмотрит с подсветкой позади, увидит то же самое, что видели люди 2000 лет назад. Стекло, которое помнит цвет по-разному в зависимости от того, с какой стороны на него смотришь. Мастер, создавший кубок, понимал что-то о природе материи и световых волн. Мы не знаем, как он пришел к этому пониманию. Мы не знаем, передал ли он его кому-то еще. Знание исчезло. Остался только результат. И два разных цвета, которые один предмет показывает в зависимости от направления взгляда. Артефакт 4. Туринская плащаница. Изображение, механизм создания которого неизвестен. Туринская плащаница – льняная ткань длиной чуть более 4 метров и шириной около 1 метра 40 сантиметров. На ней видно негативное изображение человеческой фигуры, передней и задней стороны тела с анатомически корректным соотношением пропорций. На изображении различимы следы травм, соответствующих описаниям Евангелия. Следы от гвоздей на запястьях, следы от тернового венца на голове, след от копья в боку. Впервые детальное изображение было исследовано в 1902 году французским хирургом Ивом де Лажом, который пришел к выводу: анатомия человека на плащанице соответствует реальному телу, а не художественному изображению. Прежде всего по характеру деформации тканей под весом тела. С тех пор плащаница прошла через множество научных исследований, и каждая добавляла новые вопросы, не убирала их. В 1978 году американская группа STURP, проект исследования Туринской плащаницы, провела 5-дневное непрерывное исследование ткани с применением 30 различных методов. Ученые работали посменно в специально оборудованном помещении Королевского дворца в Турине. Результаты публиковались в рецензируемых научных журналах, начиная с 1981 года. Ключевой вывод: изображение не является краской, не является химическим красителем, не является результатом фотохимической реакции в традиционном смысле. Оно находится исключительно на поверхности волокна, на глубине не более 2-3 микрон. Ниже этой глубины волокна ткани не изменены. Подобная глубина проникновения недостижима ни одним известным способом нанесения красителя. Еще одна особенность. Изображение на плащанице содержит трехмерную информацию. В 1976 году специалисты НАСА Джон Джексон и Эрик Джамберт обработали фотографию плащаницы с помощью анализатора изображений VP8, прибора, разработанного для работы с аэрофотоснимками, в которых интенсивность пикселей соответствует высоте рельефа. Полученная трехмерная модель оказалась анатомически корректной, в отличие от фотографий средневековых картин или статуй, которые при аналогичной обработке дают деформированные, геометрически несостоятельные результаты. Трехмерная информация закодирована в интенсивности потемнения ткани. Чем ближе ткань находилась к телу, тем темнее след. Подобное распределение информации не характерно ни для живописи, ни для фотографии. Радиоуглеродный анализ 1988 года, выполненный 3 независимыми лабораториями в Оксфорде, Цюрихе и Туссоне, датировал образцы ткани 1260-1390 годами нашей эры. Этот результат широко цитировался как окончательное опровержение подлинности плащаницы. Однако в 2020 году итальянские физики из Бастианского научного центра опубликовали исследование, установившее: взятые образцы относились к зоне средневековой реставрации, участку, переработанному или укрепленному в средние века и содержащему волокна другого возраста. Вопрос о датировке основной ткани остался открытым. Вопрос о происхождении плащаницы разделяет научное сообщество не по религиозному принципу, а по методологическому.
Механизм формирования изображения, то, как именно оно появилось на поверхности льняного волокна, не воспроизведен ни в одном лабораторном эксперименте. Несколько групп пытались создать аналог – ультрафиолетовым излучением, вакидным разрядом, окислением под воздействием пара, тепловым методом. Полученные результаты либо не соответствуют по глубине проникновения, либо не воспроизводят трехмерную структуру, либо оставляют химические маркеры, которых на оригинале нет. Это не означает, что изображение не могло быть создано человеком. Это означает, если оно было создано человеком, технология его создания неизвестна современной науке. Туринская плащаница стоит в этом ряду особняком. Не потому, что вопрос о ней не решен, а потому что она единственная из 6 предметов, вокруг которой невозможно быть нейтральным. Каждая попытка изучения сталкивается с ожиданиями с обеих сторон. Те, кто хочет подтверждения, и те, кто хочет опровержения. Наука не должна работать так. Она должна идти за данными. Данные говорят следующее. Механизм формирования изображения на льняной ткани неизвестен. Это можно принять как указание на что-то большее. Или как нерешенную задачу. Но нельзя принять как решенный вопрос. Ни в ту, ни в другую сторону. Предмет существует. Изображение есть. Как оно появилось, мы не знаем. Вот что остается фактом, каким бы неудобным он ни был. Какой из этих артефактов кажется вам наиболее необъяснимым? Напишите в комментариях. Артефакт 5. Птица Саккары. Деталь, которой нет ни у одной птицы в природе. В 1898 году в египетской гробнице Пади-Имен, датированной примерно 200 годом до нашей эры, была найдена небольшая деревянная фигурка. Высота – около 14 сантиметров, длина тела – около 29 сантиметров, размах крыльев – около 30. Фигурка была передана в Каирский музей с первоначальной инвентарной пометкой «Деревянная птица». Так она пролежала в запасниках 70 лет, до 1969 года, когда египетский ученый доктор Халил Мессиха, готовя выставку об изображениях животных в Древнем Египте, извлек ее из хранилища и обратил внимание на деталь, которую никто прежде публично не фиксировал. У птицы Саккары нет хвостового оперения. Вместо него вертикальный стабилизатор, расположенный в точке, где у реального летательного аппарата и должен находиться вертикальный киль. Крылья горизонтальные и плоские, с профилем, отличающимся от крыльев любой реальной птицы. Тело каплевидной формы с максимальным поперечным сечением в передней трети. Стандартная аэродинамически оптимальная компоновка для планирующего полета. Доктор Мессиха совместно с группой авиационных инженеров провел аэродинамический анализ объекта. При добавлении горизонтального хвостового стабилизатора, который вполне мог существовать как съемная деталь из легкого материала, модель демонстрировала стабильный планирующий полет без тенденции к сваливанию. Это было задокументировано в официальном докладе Египетского министерства культуры. В 1971 году Мессиха представил свои выводы на научной конференции в Каире. Вскоре его исследование получило известность за рубежом. Другие исследователи построили рабочую модель в увеличенном масштабе на основе пропорций птицы Саккары и запустили ее в аэродинамическом коридоре. Модель планировала. Одновременно египтологи выдвинули контраргумент. Деревянные фигурки птиц широко встречаются в египетских гробницах и являются изображениями Ба, одной из составляющих души в религиозной системе Египта. Аэродинамические свойства могут быть случайным следствием художественной стилизации. Авиационные инженеры возразили: случайная аэродинамическая форма не включает в себя вертикальный стабилизатор. Этот элемент не встречается ни у одной другой известной египетской фигурки птицы. И его функциональное объяснение значительно проще, чем декоративное. Спор о птице Саккары обладает особым свойством. Обе стороны формально правы в своих аргументах. Египтологи правы в том, что деревянные птицы – распространенный ритуальный предмет.
Авиационные инженеры правы в том, что вертикальный стабилизатор является функциональной, а не декоративной деталью. Ни одна из сторон не может доказать намерение создателя. Мы не знаем, строили ли египтяне реальные летательные аппараты. Мы знаем только, что эта конкретная фигурка, в отличие от тысяч других из тех же гробниц, при определенных условиях летит. И что никто не объяснил, зачем создателю потребовалось добавлять деталь, которой не существует ни у одной птицы в природе. Самое тревожащее в этой истории не сам предмет, а 70 лет его незамеченности. Птица Саккары лежала в запасниках крупнейшего египетского музея с 1898 по 1969 год. За это время ее видели и не заметили тысячи людей. Деталь, изменившая интерпретацию предмета, была видна невооруженным глазом, нужно было только посмотреть. Сколько похожих предметов лежат сейчас в запасниках с неверными или неполными инвентарными пометками, никто не знает. История иногда оказывается не в земле, а на складских полках за неправильным ярлыком. И то, что мы знаем о прошлом, во многом определяется тем, кто и когда решил снять предмет с полки и посмотреть на него внимательнее. Артефакт 6. Кошский артефакт. Предмет 20 века. Внутри геологического времени. В 1961 году трое жителей Калифорнии, Уоллес Лейн, Вирджиния Макса и Майк Майксел, занимались любительским сбором диодов и полудрагоценных камней в горах Сьерра-Невада, в районе Костер-Хилл, неподалеку от небольшого города Аланча. Один из найденных предметов, округлая конкреция диаметром около 15 сантиметров, снаружи покрытая окаменевшими ракушками белемнитов и слоем твердой породы, был распилен в январе 1963 года, когда коллекционеры решили посмотреть, что внутри. Внутри оказался не минерал. Внутри оказался объект с металлическим стержнем, заключенным в белую фарфоровую оболочку, с шестигранной металлической деталью снаружи и следами деревянного корпуса, сгнившего до угля. Геолог Уоррен Смит, осмотревший объект по просьбе находчиков, идентифицировал его как свечу зажигания Champion модели L, стандартный автомобильный компонент, производившийся начиная с 20-х годов XX века. Рентгенографический анализ, выполненный в частной лаборатории, подтвердил, внутренняя структура объекта полностью соответствует свече зажигания. Снаружи же объект окружен породой, которая образуется вокруг инородных тел в результате длительных геологических процессов. Процессов, которые по стандартным оценкам занимают от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов лет. Это противоречие – предмет середины 20 века внутри породы, требующий геологического времени для формирования вокруг инородного тела, получило название «Кошский артефакт» по ближайшему городу. Независимая проверка хронологии образования породы никогда не проводилась в рамках официального академического исследования с применением современных методов. Первоначальный геологический анализ выполнялся в контексте частных экспертиз, результаты которых публиковались в специализированных изданиях, не прошедших научное рецензирование. Это существенное ограничение, которое нельзя игнорировать. Рациональное объяснение – загрязнение образца более молодым материалом при формировании конкреции, либо некорректная первичная оценка времени образования породы остается наиболее вероятным с позиции академической науки. Однако официального исследования, которое подтвердило бы или опровергло эту версию с применением геохронологических методов датирования последних десятилетий, не проводилось. Артефакт хранится в частной коллекции, независимый доступ к нему ограничен. Из 6 предметов этого видео кошский артефакт единственный, чье объяснение, по всей видимости, является прозаическим. Геологические ошибки случаются. Конкреции при определенных условиях образуются значительно быстрее, чем принято считать в общих оценках. Частные экспертизы уступают по надежности институциональным. И все же именно этот предмет задает вопрос, который имеет значение далеко за пределами самой истории. Как мы решаем, что заслуживает официального изучения? Фесский диск исследуют в Оксфорде и Афинах. Маски Санкт-Сингдуй
изучают в лучших лабораториях Китая. Кошский артефакт лежит в частной коллекции без официальной академической экспертизы 60 лет. Граница между «достаточно странным, чтобы изучить» и «слишком странным, чтобы принимать всерьез» — это не научная граница, это социальная. И она определяет не только, что мы знаем, но и что мы позволяем себе не знать. Если тебе интересны подобные истории, подпишись, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы разбираем только то, что задокументировано. 6 предметов из 6 разных культур, 6 разных эпох, 6 разных точек планеты. Между ними нет очевидной связи – географической, хронологической, культурной. Глиняный диск с Крита не имеет отношения к бронзовым маскам Сычуани. Римское стекло не связано с египетским деревом. Льняная ткань из Турина не пересекается с калифорнийской конкрецией. Но есть одна общая черта. Каждый из них содержит знание или способность, которую мы не можем объяснить, опираясь на наше представление о том, что люди в то время знали и умели. Либо они умели больше, чем мы думаем, либо сам процесс накопления знаний устроен иначе. Не как непрерывная восходящая линия от простого к сложному, а как нечто с разрывами, с изолированными вершинами, с утерянными ветвями. Стандартная модель прогресса предполагает, чем дальше в прошлое, тем примитивнее. Первый век нашей эры хуже 21-го. 1200 год до нашей эры хуже первого. Кубок Ликурга не вписывается в эту модель. Маски Санксингдуй не вписываются. Фесский диск не вписывается. Эти предметы предполагают иное. В прошлом существовали вершины понимания. Отдельные, изолированные, не всегда связанные с тем, что было до и после. Часть из них мы не нашли. Часть нашли, но не опознали. Часть нашли, опознали и до сих пор не можем объяснить. История не является линейным движением вперед. Она ближе к архипелагу, с островами, которые возникли и ушли под воду, не оставив мостов. Фесский диск сейчас стоит в витрине зала 206-го музея Ираклиона. Он освещен. Табличка рядом сообщает дату находки и имя ученого, который его обнаружил. Каждый год здесь проходят 1000 людей. Большинство останавливаются на несколько секунд и идут дальше. 45 символов, 241 знак, 4000 лет и ни одной версии дешифровки, принятой научным сообществом. Диск не раскрывает ничего. Он просто стоит в свете музейной лампы и ждет того, кто задаст правильный вопрос. Какой из этих 6 предметов кажется вам наиболее важным свидетельством того, что мы неправильно понимаем прошлое? Напишите в комментариях.